Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поговорим об очень интересной и очень популярной теме в моем телеграм-канале о завтраке, а точнее о необходимости ежедневно завтракать. Нам с детства регулярно вокруг твердят о том, что завтрак – это главный прием пищи. Без завтрака буквально нельзя выходить из дома. Но что же делать, если завтракать не хочется, у вас нет чувства голода с утра? Действительно ли стоит насильно себя заставлять завтракать для того, чтобы в кавычках запустить метаболизм? И в сегодняшнем видео мы как раз разберемся о том, правда ли, что если вы пропускаете завтрак, то вы буквально ломаете свой обмен веществ. Кому ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, а кто-то и действительно может подождать. Изначально хочу разобрать очень коротко такой распространенный миф о том, что если вы не завтракаете, то ваш обмен веществ будет замедляться. Если отмотать немножко назад и понять, откуда вообще у этого мифа растут ноги, то в целом все и так становится понятно. В начале 20 века начала формироваться такая современная модель рабочего дня. Соответственно, люди уходили очень рано, это была достаточно тяжелая физически работа, и какого-то прям времени для того, чтобы полноценно пообедать, не было. Соответственно, вставал вопрос, что нужно завтракать. И завтрак это должен быть плотным, сытным и быстрым. И здесь как раз начали появляться различные бутерброды, тосты, какие-то яйца. И это стало таким обязательным классическим завтраком. Ну а дальше подключился маркетинг. И в 40-х, 50-х годах активно начали появляться йогурты, хлопья, быстрые завтраки. И буквально из каждого утюга везде говорилось о том, что завтрак это крайне важно. Нельзя пропускать завтрак. И вот вам идеальный быстрый продукт. Даже готовить не надо, просто открыл, просто залил молоком. Была такая масштабная идея, что без завтрака вы в опасности. Далее всю эту идею подхватывали диетологи, которые имели какие-то проценты с продаж данных продуктов, которые дальше это все распространяли в массу, и как снежный ком это продолжало накапливаться. Сейчас многие не представляют своей жизни без завтрака и считают, что если ты до 8 утра не поел, то значит твой метаболизм буквально засыпает. Хотя ни в одной серьезной научной работе этого подтверждения нет. Наш метаболизм не включается с первой ложки овсянки, к примеру. Он работает весь день, всю ночь. И какой-то прям кнопки включить-выключить у метаболизма не существует. Но вот что действительно влияет на обмен веществ, так это наличие вашей мышечной и жировой массы, отношение их друг к другу. Также это общее количество энергии, которую вы получаете и которую вы тратите в течение дня. Это качество вашего сна, это количество стресса в вашей жизни. Ну и, конечно же, уровень активности ежедневно. А именно время приема пищи, конечно, важный фактор, но далеко не решающий. Итак, мы с вами разобрались, что завтрак это вовсе не обязанность, и действительно есть количество людей, которые могут вполне себе не завтракать, а сдвигать его на более позднее время, и ничего страшного в этом нет. Но очень часто я получаю такой вопрос: я не завтракаю утром. Это ведь сильно неправильно, да? Нет, это не неправильно, это может быть абсолютно нормальным, но нужно понимать, что у вас действительно нет для этого каких-то определенных причин, про которые я сейчас буду рассказывать. Во-первых, конечно, нужно учитывать, что гормональный фон утром, он имеет некоторые особенности. Гормон кортизол, который у нас в самом пике находится, когда мы просыпаемся, он имеет такое свойство, как подавлять голод. То есть ваша пищеварительная система в данный момент не готова к приему пищи. Особенно часто это происходит тогда, когда вы поздно ложитесь, когда вы поздно едите, когда вы не высыпаетесь, когда у вас очень длительный хронический стресс. Если говорить про поздний ужин накануне, то ну конечно, какой же здесь завтрак? Ведь ваш организм не успел еще переварить этот поздний ужин. То есть всю ночь пищеварительная система активно работала. У нее не было возможности восстановиться. Она переваривала ваш поздний ужин. Еще вопрос, из чего же он состоял. Очень многие недооценивают уровень стресса и какой-либо тревожности в своей жизни. Именно зачастую, когда вы утром просыпаетесь, и вы сразу начинаете вспоминать, сразу начинаете триггериться какими-то тревожными моментами, то, конечно же, аппетит – это функция безопасности. И какой может быть аппетит, когда вы на стрессе, вы в тревожности? Это сразу такой зажим, то есть это режим выживания. То есть про еду здесь вопроса не встает. Поэтому отсутствие утреннего аппетита – это не какая-то вредная привычка, это не сломанный обмен веществ. Это обычная, нормальная физиологическая реакция на качество вашего сна, на ваше питание, на качество вашего питания, на вашу нервную систему. То есть, как всегда, организм
наше единое целое. Поэтому мы его точно так же должны и рассматривать в решении какой-либо проблемы. Главное, чтобы голод приходил к вам в течение дня, чтобы вы его замечали, чтобы вы его качественно удовлетворяли, а не сдвигали его на поздний вечер. Как раз таки вы домой с работы, к примеру, возвращаетесь, открываете холодильник, и все, что глаза видят, все просто в тарелку падает. И таким образом, вот он, поздний ужин, после которого организм не отдыхает. Соответственно, опять никакого завтрака не будет, и опять весь день потом никакого нормального обеда нет, и вечером опять то же самое. И вот такой замкнутый круг я вижу очень-очень часто. И дело здесь не в том, что вы не хотите завтракать, а в том, что у вас неправильно выстроен именно режим питания в течение дня. Теперь давайте разбираться, кому все-таки завтрак нужен 100%. Если вы, конечно же, беременны, если вы кормите грудью, если у вас утренняя тренировка, нужно позавтракать обязательно. Если вы чувствуете слабость и головокружение после того, как просыпаетесь, то есть у вас абсолютно нет энергии. Также, если у вас диабет и гипогликемия, тоже обязательно нужно завтракать. Если у вас возникают как раз-таки вечерние переедания, да, про которые я сейчас говорила, то чтобы разорвать этот круг, необходимо начать завтракать понемножку, помаленьку. Правильный, качественный, сбалансированный завтрак. Кстати, в моем меню, которое я сделала, где у меня как раз на 14 дней есть завтраки, обеды, ужины, все очень просто. Из обычного магазина, обычное понятное меню, очень много простых завтраков. Их можно просто в количестве немножко уменьшить и по чуть-чуть начинать вот так свой образ жизни в течение дня выстраивать, то есть питание свое контролировать. И через какое-то время вы поймете, что завтрак это вообще-то хочется. Именно в таких ситуациях завтрак будет являться вашей поддержкой, а не каким-то испытанием и не какой-то вашей обязанностью, просто потому что так нужно. Также очень важно понимать, из чего должен состоять этот завтрак. Безусловно, здесь не сам просто факт, что этот завтрак есть. Здесь крайне важно его качество. Например, кофе с булочкой – это не есть хороший завтрак. То есть это быстрый подъем глюкозы, быстрый спад, и в течение часа вы уже становитесь раздражительным, агрессивным, и вам снова хочется что-то съесть. Хороший завтрак всегда состоит из белков. Это творог, это яйца, это какой-то йогурт. Какие-то хорошие жиры, орехи, авокадо, те же яйца, к примеру. Это должна быть какая-то клетчатка, например, цельнозерновой хороший хлеб без огромного дополнительного сахара. И этот завтрак может быть и в 8, и в 9, и в 10, и даже в 11 часов утра. Но если это реально обдуманный, хорошо продуманный завтрак в спокойной обстановке, а не где-то на бегу на перехвате. Именно такой состав завтрака будет вас очень сильно стабилизировать. У вас будут ресурсы на весь день вперед. Не будет резких скачков сахара. Перепадов настроения не будет. Даже будет снижаться тяга к сладкому у тех, у кого это есть. Потому что именно тяга к сладкому часто это сигнал мозга что-то быстренько схватить, сейчас в моменте насладиться, поесть, этот сигнал получить, и все. Дальше нужно еще. Поэтому, когда вы хорошо сбалансированно едите, завтракаете, обедаете, ужин, тяга к сладкому автоматически буквально на второй неделе уже значительно снижается. Вот еще раз повторю, что в меню и завтраки, и обеды, и ужины уже все есть, можно просто взять и повторить. Я именно для этого и сделала, чтобы вот просто обычный готовый шаблон. Поэтому ссылка в описании, забыла сказать, переходите под видео и применяйте. Очень хороший помогатор для того, чтобы стабилизировать все свое состояние в целом. Завтрак – это не обязанность, это просто отличный инструмент для нормализации, для поддержки вашего здоровья. И нету какого-то определенного времени для идеального завтрака. Это именно ваш день, это конкретно ваш организм, это набор ваших хронических заболеваний, либо их отсутствие. Это ваш режим, который вы должны подстроить конкретно под себя. Конечно, если вы получаете сигнал от организма, но не понимаете, как их применить, то я, конечно, всегда буду рада видеть вас на своей консультации. Запись тоже по ссылке в описании. Тогда я вам помогу со всем этим разобраться, выстроить режим питания конкретно под вас на основе ваших анализов. Поэтому, кто готов идти глубже, то буду рада вас видеть. Потому что идеальный завтрак, он не навязан извне.
он встроен в вашу жизнь, в ваш образ жизни по результатам ваших анализов конкретно под вас. Вот это идеальный режим питания, идеальный завтрак, да, уже раз мы про завтрак говорим. Будет интересно, если вы поделитесь в комментариях о том, как же проходит у вас завтрак, во сколько он у вас обычно, что вы едите, хочется ли вам завтракать. Мне будет очень интересно почитать, я читаю комментарии, поэтому буду рада, если вы поделитесь своим мнением, впечатлением, своими историями. Ну и, конечно же, благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующем и будьте здоровы!